Город Гороховец известен очень-очень давно. Чем он привлекает? Он привлекателен природой и архитектурой. Это такой идет альянс. Самое первое место, куда гороховчане ведут всех своих друзей и гостей, на Лысую гору. Ты видишь далеко-далеко, она на километров за 10. Такие просторы. Ну а потом, конечно, у нас очень много монастырей, храмов. Здесь места намоленные, здесь, наверное, людям нельзя быть плохими. Вот эта атмосферность России, вот глубинки именно, она здесь максимально передается. Здесь очень спокойный, размеренный ритм жизни, то есть ты не простаиваешь в пробках, ты никуда не спешишь, ты всегда везде успеешь. В Гороховце, мне кажется, нету понятия «далеко». Далеко ли ты живешь? Так никто не спросит. А мы, гороховчане, любим этот город за то, что купеческое наследие, наша ментальность, мы друг друга все знаем, мы друг друга все любим, и у нас хороших людей в городе очень много. А я бы сказала, Гороховец – это лицо России. Вообще, профессию пожарного я никогда не планировал выбирать. В детстве очень любил играть в футбол, но потом так сложилось, что поступил в кадетский корпус и в дальнейшем уже выбрал профессию МЧС. Сколько вот уже 13 лет выслуги у меня, и если бы я отмотал назад, я бы, наверное, еще раз прошел этот путь, потому что в целом хорошая профессия. Она, на мой взгляд, одна из самых полезных для общества, наравне с медиками. Да, это те люди, которые оказывают помощь непосредственно тем, кто оказался в беде. Без этой профессии никуда. Я Населевский Роман, работаю начальником пожарной части номер 38 города Гороховец. Родился, соответственно, тоже в городе Гороховец, вырос здесь же. Товарищ майор, поставил фасад Тихомиров. Держим караул на выход. Товарищ майор, дежурю второй караул, 2 единицы техники, 4 в резерве, 1 человек личным составом. За дежурным сутки происшествия не было, доложил командир отделения Силантьев. Всегда говорят про пожарную охрану, то, что люди, которые приходят сюда случайно, они долго никогда не задерживаются, потому что не всегда это легко физически, не всегда люди могут это принять морально. То есть вы всегда приезжаете, всегда у людей горе, всегда это стресс, и в таких стрессовых условиях не все могут работать. Но те, кто остаются, как правило, остаются навсегда. Так, необходимо провести ТО на Урале 43202. Соответственно, на яму вы перегоните, займетесь. В остальном согласно распорядку. Есть ко мне какие вопросы? Для приема защиты дежурства разойдись. Второй, первый. Поначалу супруга переживала, когда я там выезжал на пожары, но со временем она к этому тоже привыкла. Я знаю то, что некоторые люди служат там по 20 лет, и у них каждый раз, когда кто-то уходит на смену, жена переживает, каждый раз, как будто это первый раз он на пожаре. Мы среди пожарных вообще друг с другом не прощаемся. У нас это считается дурной приметой. По замыслу у нас пожар на первом этаже 10 квадратных метров. Очаг пожара обозначен флажком красного цвета. Есть пострадавший на втором этаже. К выполнению приступить. Если мы берем полностью экипированного пожарного, снаряжение может доходить порядка до 20 килограмм. Все это, когда ты на себе несешь, ты идешь в зону теплового воздействия, ты выполняешь какую-то работу, все это в стрессе, конечно же, ты не будешь сияющим, ты будешь весь в поту, грязный, в саже. Это все будет не в голливудской картинке, и это все будет совсем иначе. Принято, найден пострадавший, эвакуация. Первый раз я почувствовал
гордость за свою профессию. Еще будучи курсантом, мы поехали на Дальний Восток, в город Комсомольск-на-Амуре, в 2013 году, когда там было наводнение большое. И мы держали Мылкинскую дамбу, держали ее руками, остраивали ее мешками с песком. Вся там деятельность была такая, то, что ты просто просыпаешься, завтракаешь, приезжаешь и выполняешь свою работу. И она подвластна любому. Ты берешь мешок, тащишь его там 500 метров или километр, укладываешь, идешь еще за одним мешком с песком. И, соответственно, ты так занимаешься там 12-16 часов, пока вас не поменяют. Ну чего, ты как? Нормально? Дышал свежо? Все, иди к своим ребятам. Когда мы это все делали, мы даже не задумывались, там, героический это поступок или нет, но по прошествии паводка для нас жители города устроили концерт, и когда мы заходили, и женщины в возрасте начинали вставать и нам хлопать, вот тогда ты понимаешь, что да, ты сделал что-то полезное, тебе становится невероятно приятно, то, что вам оказывают такое уважение. Внимание, лагерь! Давайте поприветствуем наших спасателей. Бурными аплодисментами, большое спасибо. Они проходят постоянно такие учения. Мы очень благодарны. С детства, да, я очень любил играть в футбол. Чуть больше года назад я начал заниматься с детьми. Специально для этого прошел курсы по обучению в Российском футбольном союзе. И в свободное время вот занимаюсь педагогической деятельностью. В следующие разы они тебя там уже перекрывают. Сыграй длинно, просто по бровке. Понял? Так, ребят, теперь мы перекладываем влево-вправо. Мяч должен ходить с амплитудой. Это понятно? Всем понятно? Начали. Бывает такое, что на какой-то из тренировок я там с ними включусь в игру, ты падаешь в эти детские эмоции, ты сам как будто бы становишься ребенком. Они всегда очень горячо воспринимают. Даже тренировочные матчи, которые они проводят, это куча эмоций. Ты можешь прийти на тренировку, вообще не хочешь идти на тренировку. Вот понимаешь, что ты устал. Приходишь, и тебя как перезагружают заново. И уже после тренировки ты такой, блин, можно еще раз на работу сходить. Я не преследую цель, что я завтра выращу в Гроховце Златана Ибрагимовича, который будет забивать там по 50 голов за сезон. Конечно, это было очень приятно. Здорово! 3-2! Но основная задача – это массовый спорт, чтобы дети занимались именно спортом. Я родился в Гроховце, да, всю жизнь здесь рос. У меня здесь много друзей, много знакомых, здесь мои близкие, семья. Это, наверное, самую ключевую роль сыграло в том, что я остался именно здесь. Я большую часть жизни занималась не тем, чем я, наверное, должна была заниматься. Я творчеством занялась довольно-таки недавно, можно сказать. Мне было уже за 45 далеко. Но вот когда мне Бог послал кусочек глины, и я попробовала из него что-то слепить, у меня что-то получилось, я очень была счастлива. И у меня жизнь как-то перевернулась, можно сказать. Меня зовут Гурова Ольга Васильевна. Я мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов в Владимирской области. Вообще хочу сказать про глину, это удивительный материал, отзывчивый на тепло твоих рук, на оттиски, то есть из нее ты можешь слепить все что угодно, вложить душ, и она там останется, вот ты будешь ее держать, она теплый кусочек, и просто волшебство какое-то. В мою куклу передается мое, наверное, состояние внутреннее. Они бывают задумчивыми, возможно, там что-то мое передается, да, какое-то настроение. И я, когда делаю лицо куколки, когда рисую глазки или ротики, кто видел со стороны меня, наблюдает, говорит, что ты улыбаешься, а не получается иначе.
Иногда, знаете, мастера говорят: ой, я делаю для себя. И знаете, я не верю. Мне кажется, они лицемерят и лукавят, потому что очень приятно, когда твоя работа нравится. Когда кто-то пришел и сказал: ах, как это здорово, как это красиво. Это, ну, вырастают просто крылья, вдохновение какое-то, ну и хочется сделать еще лучше. Я с вами сегодня буду проводить мастер-класс по росписи гороховецкой деревянной плотницкой игрушки. Почему плотницкой? Потому что делали ее в старину раньше плотники из чурочек или щепочек, поэтому она называется у нас щепной или топорной. Несколько взмахов топора, и получалась такая вот игрушечка. Почему игрушек таких осталось мало? Потому что их не хранили. Это не было промыслом. То есть лошадку вот сделали игрушечку, ребенок поиграл, вырос. Лошадку просто выбросили, сожгли. Ну и люди в конце концов не знали, что эта лошадка будет внесена в реестр нематериального культурного наследия. Я еще скажу, что игрушка народная, она очень мудрая. Вот лошадка с колесиками, ну, прообраз какого-то конструктора, даже то есть детки могли собирать и разбирать, катать. Вот смотрите, вот называется хороводница, куколка такая. Делалась она для девочки, делалась на веретене, на веретенце, да? И давалась девочке в ручки, чтобы она приучалась к веретену. Вот она играет, куколка крутится, да, вот хороводница, так, хоровод водит, да, а девочка приучается к веретену вот так вот, попробуй, покрути, да, и ей интересно. Вот это вот и есть народная мудрость, вот, я считаю. Ну что, все сегодня большие молодцы, да, заканчиваем. Довольны? Получилось. На самом деле это простая народная такая вот игрушечка, да, которая будет у вас на память. Память о нашем гороховце. Если честно, вы меня извините, конечно, я с ужасом представляю, как люди живут, например, в Москве или в больших очень городах. Я туда приезжаю, я теряюсь, я не могу, я не знаю, что мне там делать, да. Здесь все просто и понятно. Здесь у меня есть свой дом, какие-то домашние дела, там свои собаки, свой огород, по которому я могу вот выйти там утром. Я могу пойти там за Клязьму, просто вот пешком дойти. Я очень люблю природу, и поэтому жизнь в городе – это не для меня просто. А реализоваться можно везде. Ты можешь и в городе быть песчинкой незаметной, можешь и здесь также оставаться незаметным, или наоборот. Просто надо любить свою работу, любить свое дело, где бы то ни было, в большом городе или в маленькой деревне. По-моему, так. В садике работа на самом деле интересная. Вы видите, только вот чуть-чуть. Вот наша компания. Они у нас какие? Ласковые, веселые. Они вот как киски и прижмутся к тебе. С детьми работать интереснее, чем со взрослыми. Потому что они, наверное, более такие доверчивые, более искренние. Зовут меня Мазолькина Марина Борисовна. Работаю я воспитателем в детском саду. Работаю 34 года. Я после школы работала в совхозе. И вообще вот надо было мне идти в сельское хозяйство. Я это люблю. Поэтому биолого-химический факультет. Ну а с другой стороны и дети цветы жизни. Все совпало. Есть хочется? Да. Ну давайте пообедаем. Повара нам суп приготовили вкусный с рыбкой. Пойдемте потихонечку. Ясли, уж если смотреть, это лицо детского сада. Мне надо им сразу руку ставить. Вот их надо учить сразу правильно. И ложку правильно держать, и чашку, и хлеб. Вот, Анечка, правая. Правая, держи. Вот все эти мелочи, оно все из этого складывается. Илюш, не надо ручками. Вот кто голодный-то никогда не останется. Молодец, не ешь. В старшем возрасте это все уйдет у них на автомат, и там они будут и о космосе, и о России говорить, и стихи читать во время умывания, там раздевания. Вот сейчас надо, чтобы они всему этому научились грамотно.
Есть не умеет, одеваться не умеет, раздеваться не умеет, ручки мыть не умеет. Вот эти вот самые элементарные навыки. Когда получается, тогда прям прелесть. Вот ты видишь, не делал, и вдруг он идет и правильно моет руки. Ой, такая радость. Я правду говорю. Да, отжимаешь. Прям молодец. Молодец. Но вообще весь садик – это хитрый ход. То есть ты берешь знания, которые ему надо дать, и ты его раз и маскируешь под игровую деятельность. Опа, вот и собачка-жучка. Хвостик-закорючка. Я бы построила дворец. Правда, пусть он будет с башенками, вот как старинные замки, необычные стекла, вот окна необычные. Хочется просторной группы. Мне надо, чтобы был большой спортивный зал, прям отдельный. Бассейн обязательно. Игрушки. Строитель на каждого ребенка, на каждой группе, чтобы был. Вот вам смешно, это дорогая штука, больше 1000 рублей стоит агаповский строитель. Чтобы был у каждого на группе. Чего же нам еще пожелать-то? Пусть будет зимний сад с птичками и с водопадом. О, мам Таня идет. Давай Илюшку выпустим. Илюшка, до свидания, зайка. До свидания. Даня, нельзя. Наверное, человек вот надо, чтобы он был кому-то нужен. Дети далеко, внук за 1000 километров. Конечно, свои помидоры я обожаю. И не только помидоры. Но ведь они, так сказать, молчаливые собеседники-то у меня. А эти родные, когда начнут говорить, и они же не будут говорить мне Марина Борисовна, это они потом. А сначала вторая младшая будет меня называть Марина. Ой, сразу все, молодость. Правда, ощущение, что ты молодеешь. Отойди, близко не подходи. Лови. Опа. Автобус. У меня было 2 направления. Либо я буду врачом, либо я буду художником. Я колебалась туда или сюда, но все-таки сделала выбор в пользу медицины. Медицина для меня – это чистота, запах хлорки. Ну и глаза пациента. Здравствуйте, Елена Ивановна. Присаживайтесь. Как самочувствие? Лучше, но все равно вот в этом месте. Так, а мы с вами рентген сустава делали? Да. Меня зовут Виноградова Анна Сергеевна. Я родилась и выросла в Гроховце. Работаю участковым врачом-терапевтом, но и совмещаю заведование поликлиникой. У меня предок по отцовской линии был здесь, в Гроховецком уезде, первым земским врачом. Бабушка тоже имела отношение. Она, конечно, не была врачом, но она была медсестрой. Ну и мама у меня закончила Сыктывкарское медучилище сначала, а потом она закончила Горьковский медицинский институт. В общем, работала она врачом-хирургом у нас здесь. Проработала, у нее стаж работы лет 45. Я ходила постоянно к маме на работу, я ходила на операции. Я этим прониклась с детства, со школы. Терапевт – это первое звено. Терапевт, он должен принять человека, поставить хотя бы предварительный диагноз и уже направить дальше. Либо к специалисту, либо самостоятельно пролечить человека. Я не понервничала. 210. 80. Я знаю людей на своем участке. И, конечно, я знаю их заболевания. Я знаю, какие они, что.
кому что можно, кому что нельзя. Поэтому они ко мне приходят после всех специалистов. Алло? Мой телефон знают все в городе. То есть любой может набрать мой телефон и обратиться ко мне с любым вопросом. Абсолютно. Голова не кружится? Кружится иногда. Конечно, профессия врача, она требует ответственности. То есть ты должен взять на себя эту ответственность, нести эту ответственность. Понимаете, вот эта вот ответственность за жизнь человека, это, наверное, самое главное. Люди везде. Везде люди. И сделать карьеру можно везде, если ты захочешь. А помогать людям, мне разницы нет, где помогать людям. В Москве, в Ленинграде, в Гроховце. Я помню очень хорошо с 5-летнего возраста мой дедушка Николай Алексеевич. Мне было 5 лет, и он всегда ходил с ящичком, с мастерком, с рубанком и со стамеской. Он был известный плотник. За свою жизнь в Гороховце он построил не один дом. Эти дома, как памятники, в настоящее время живут своей жизнью с красивейшими наличниками и с палисадничками. Это моя гордость. Я очень часто прохожу мимо этих домиков. Я Ольга Борисовна Вуколова. Живу в Гороховце с самого своего рождения. И я насчитываю более 4 поколений своей родословной. 2006 год меня озадачил. Мне предложили вот такую должность – возглавить выставочный зал. Самое интересное, что в этом выставочном зале за 4 года мы провели ровно 100 выставок. Гороховец – живописный город. Это уже бренд нашего города Гороховца. И художники говорят, Гороховец можно писать с любой форточки и с любой подворотни. Мой любимый цвет в твоих работах – терракот. Вот эти кирпичики, ни один художник так не писал. Вот цветность, как тебе удавалось? Ну, а что цветность удается? Правильно, передний план что тут. А вот эти всё. Вот тени у А тебя. тени тоже упали от деревьев, от всего. Ну, ты Всё. молодец. Осенин Александр Николаевич. Я художник. Живу и работаю в городе Гороховце. Ну так я работал до этого времени, работал для себя, творчески, получал удовольствие. Но массово началось со встречи на улице с Ольгой Борисовной. И по ее уговорам, и то, что творчески можно подходить не только для себя работать, но и для людей города. Миссия моя – создать то и оставить след после себя, что естественно создано строение, все здания архитекторами старыми, оставить в памяти народа, что было, что с годами стало. Город Гороховец для меня – это мое наследие. И наследие моих детей и внуков. Почему я так мыслю? Я хожу по нашему городу, по нашим улочкам. Все мне родное и близкое, все мне знакомое. А почему мы здесь остаемся? Я другого-то и мыслить не могу. Мне кажется, на самом деле для счастья очень мало надо человеку. Если ты можешь сделать своими руками что-то, вот, да, и у тебя есть руки для этого, это уже счастье. Поэтому счастье в мелочах. Нет такого что-то призрачного, как вот, ой, где же мое счастье, там, когда же оно наступит, там придет ко мне счастье, приди. Нет, оно здесь и сейчас. У меня все есть для жизни. У меня есть работа любимая, у меня есть семья, у меня есть дети, внуки. У меня папа живой есть. Поэтому я счастлива. Дожить до 60 лет, можно сказать, в здравии, это уже счастье.
Я замужем. Тоже дело хорошее. У меня своих 2 деток. Это прекрасно. То есть я уже не только в профессии реализовала себя, но и как мамочка, как бабушка. В целом, конечно, счастливый человек – это тот, который осознает те прелести жизни, которые окружают его, и умеет ими распоряжаться. Вот и все. Не который стремится постоянно что-то догнать и не может это догнать. Такой человек не будет никогда счастливым. А который может оценивать то, что у него есть, уже как маленький клочочек счастья.